Всем привет, ребята! Газель. Как много в этом слове для водилы русского слилось. Много обзоров, много различных вариантов снято, опробировано. Там блогеры все их вдоль и поперек эти варианты все попереснимали, попеределывали. Но у нас есть сегодня что вам показать. Один из наших заказчиков попросил собрать ему автомобиль, так как бюджет был небольшой, на базе «Газели». Но его главное пожелание было изотермический фургон на 8 евро палет, въездной в центр Москвы по ПТСу до тонны, высота погрузочная под пандус и минус 18 температурный режим. Все мы это дело собрали, и сегодня вам про этот вариант расскажем. Поехали! Газель Next с турбированным дизельным двигателем Cummins. Базовая комплектация, белый цвет. Ни слова не будем рассказывать про саму машину, потому что вы все и так знаете. Но в данном случае из принципа экономии бюджета была взята самая простая базовая модификация, без наворотов, без комплектации Pro, без блокировок каких-либо дифференциалов и двигателей. 1JZ или какой там блогеры ставят, либо от Toyota. Не стали мы это делать. Дизель, механика, базовая комплектация, белый цвет. Вся суть и цинус нашего проекта данного заключается в том, что мы изготовили стандартный изотермический фургон производства завода Центр Транстехмаш высокой изотермичности, потому что у нас стояла задача минус 18 градусов, с нестандартным подрамником. Потому что погрузочная высота по нашему ТЗ должна быть примерно 1150-1170 миллиметров. Для этого мы на заводе ЦТТМ заказали фургон с увеличенным подрамником. Таким образом, у нас получается штатная высота подрамника 200 была увеличена до 300 миллиметров. Плюс толщина панели пола. И вот что у нас получилось. Стандартная комплектация изотермического фургона завода ЦТТМ – это блокированная сталь снаружи, обрамление, задняя рамка, оцинкованный окрашенный уголок, фурнитура дверей вот в таком исполнении полностью из оцинкованной стали. Для поддержания температурного режима минус 18 градусов нами была заказана высокая изотермичность, утеплитель пенополиуретан, уплотнитель дверей пятилепестковый, толщина боковых стен 60, передняя крыша двери 80, панель пола 100 мм. В качестве обшивки внутренней части фургона используется также блокированная сталь, настил пола сетчатая фанера. Габаритные размеры нашего фургона, который мы сюда поставили: длина 4,30, ширина 2,20, высота 2,20. Как вы помните, размеры мы можем лавировать, но именно в таком исполнении внутренние размеры позволяют разместить 8 евро палет. Очень важный момент. Поэтому берем рулеточку и начинаем замерять, что у нас с вами получилось. В состоянии покоя задней подвески мы имеем высоту 112 сантиметров. Нами было необходимо достичь показатель 115-117. Для этого мы на этот автомобиль установили еще заднюю пневмоподвеску. Для достижения заветных 1150-1170 мм, как я и сказал, мы установили сюда дополнительный комплект задней пневмоподвески. Пневмобаллоны, которые способны поднимать наш автомобиль через специальные кронштейны, закрепленные на раме. Пульт управления нашей пневмоподвески, который является полностью замкнутым, расположен вот в этом месте. У нас в данном случае манометры, подходи ближе. Система у нас с вами двухконтурная.
Что это значит? Есть левый контур, есть правый контур. Бывает такое, что вы на какую-то из частей поставили палет, и автомобиль у вас перекашивается. В данном случае есть кнопка подкачки, которая одинаково подкачивает оба контура. И есть две кнопки стравливания, которые могут поочередно стравливать до нужного давления свои контуры. Поэтому мы с вами из состояния покоя с показателем 1120 миллиметров производим накачку. Наша пневмоподвеска находится в крайнем верхнем положении, поэтому делаем с вами контрольные замеры. – 1165 миллиметров. Мы уложились, задача выполнена. Итак, 1120 в крайнем нижнем положении и 1165 в крайнем верхнем положении. Цель достигнута. Погрузили, загрузили, все хорошо. Единственное из неудобств, так как панель пола, уровень пола высокий, придется иметь определенную растяжку, чтобы забираться внутрь фургона. Но зато вы всегда будете в тонусе. Не нужен вам крайне высокий уровень пола. И идете вот сюда и нажимаете две волшебные чудо-кнопки и стравливаете. Подойди ближе. Вот они, две заветные кнопочки, левый и правый контур. Все, в ноль. Не забывайте держать давление не меньше 2 атмосфер. Это транспортное положение пневмоподвески, потому что во время движения, из-за нагрузок динамических на подушки, если там не будет определенного давления, вы можете свои подушки убить. Очень важный момент. Третьим важным составляющим нашего автомобиля является мощный холодильный агрегат. Нами было принято решение соблюсти некую золотую середину. Мы взяли холодильно-отопительную установку корейской фирмы Danjin Thermo. Марка 500, модель CHN, работает на тепло и на холод, имеет... Раз проедешь. Марка 500, модель CHN, имеет внутренний испаритель с 3 вентиляторами. Очень мощный. Точно такие же ставим мы на наши Форды Транзиты. Мы сейчас заведем холодильник, поставим минус 18 градусов и на холостых оборотах засечем, за сколько он догонит до нужной температуры. Кабина у нас трехместная, водитель 2 пассажира, водитель имеет подлокотник. Ладно, хоть это есть в Газели. Но наша вот она палка не бессменная. Сначала начали ставить джойстики, потом что-то санкции, джойстики закончились. Опять эта палка, можно открутить и отмахаться, если что. Да, пацаны газелисты? Знакома вам эта тема. Итак, мы аккуратненько установили пульт управления холодильной установки вот в это место. Предусмотрели еще возможность установки магнитолы Pioneer с выходом под USB. Ладно, потом потанцуем. Оп. Опа, завели. Запускаем нашу холодильную установочку. Выбираем кнопку Set, ставим минус 20 градусов, проверяем. Все. 15,6 градуса на холостых. Время у нас 12:10. Прошло 12 минут. Мы скинули до 1 градуса. Дальше у нас нет возможности проверять, потому что уже приехал клиент. Покажи. Пойдемте промерим с вами. То есть сейчас пневмоподвеска находится в состоянии покоя, нижней точки. Фургон у нас капитальный, высокая термичность, все как надо. Вот сейчас здесь до нуля опустили. Да, это за 12 минут 15 градусов скинул. Прям идеально. Холодильник мощный. Ну, потому что я знаю, как собирать.
Вот смотрите, значит, в таком положении у нас вот 1100. Ну, метр 100. 113, да. 1113. В этом положении, сейчас я накачаю подвесочку. Вот. А это на пневму, да? Да, у вас пневмоподвеска двухконтурная. Подкачивается она сразу оба контура. А стравливать вы можете по одному. Бывает, что палет бросили на одну сторону и машина перекосила. Поэтому вы можете себе подрегулировать. Не ниже 2 атмосфер нужно держать рабочее давление. В противном случае вы уничтожите ваши подушки и придется их менять. Мы пользуемся, да, или она постоянно должна быть? Постоянно, то есть она установлена здесь на постоянке, и поэтому не ниже 2 очков. Ну все, чтобы следили. Да, было здесь. Вот, я вам сейчас 4 атмосферы накачал. Пойдемте сделаем контрольный промер. Вот, 1160. 30 сантиметров. 3-4 сантиметра шаг. То есть это как раз вот то, что было нужно в состоянии покоя. Соответственно, по полу 8 палет. Все у вас здесь. Фургон, значит, Рязанский центр Транстехмаш. У него есть ВИН-номер на правой стороне, ВИН-номер кузова. И в самое ближайшее время будет принят закон, где фургон, который перевозит продукты питания, должен быть внесен в специальный реестр. То есть этот фургон уже подготовлен. Отлично. Если что. Если подвеска не нужна, банально, за секунды спускается, оставляете 2 очка. Да. Рабочее положение, рабочее состояние. Скомплектовали коврики, магнитола, пульт управления холодильником. Вот здесь, соответственно, домкрат, баллонник, знак аварийной остановки. Все. Все? Отлично. Вы пока походите, посмотрите. Мы сейчас запишем финалочку. Если какие-то вопросы еще есть, да. Итак, друзья. За 1 миллион 850 тысяч рублей вы можете получить такой автомобиль. Газель дизельная, может быть бензиновая, с пропаном, с метаном, какую захотите. Изотермический фургон на 8 евро палет рязанского завода «Центр Транстехмаш» в базовой комплектации, но высокой изотермичности позволит вам выдержать температурный режим плюс 12, минус 18 градусов, как правило, на все случаи жизни. Мощный холодильный агрегат корейской марки Danjin Thermo модели 500 CHN с 3 вентиляторами на испарителе. На этом объеме даст любую температуру в интервале от плюс 15 до минус 25 градусов, если будет на улице не больше, чем плюс 30. Соответственно, на все случаи жизни. Дополнительно мы для нашего заказчика, чтобы была высота под пандус 1150 мм, изготовили подрамник на заводе увеличенного размера. 200 стандартный мы сделали 300. Плюс установили заднюю пневмоподвеску, которая даст возможность приподнимать в интервале 3-4 сантиметра до нужной высоты, погрузочную высоту пола. Второе. Иметь возможность перевозить почти до 2,5-3 тонн груза, не проседая, не падая, не проминаясь. В отличие от рессор, пневмобаллоны никогда не устанут и не потеряют своей жесткости, упругости. Поэтому с точки зрения этого момента в перспективе это лучше. И третий момент. Вы возите вашу продукцию, с учетом пневмы она будет гораздо более мягче идти машина, то есть она более управляемая, более устойчива, и ваша продукция с учетом перевозки на пневмобаллонах, она дольше сохранится, то есть там будет меньше тряски. Это безусловный плюс нашей пневмоподвески. При всем при этом мы ставим такой комплект, который вам позволит просто нажимать кнопки, подкачивать и нажимать другие кнопки, стравливать. То есть это замкнутая система. На все это хозяйство, соответственно, дается гарантия. На шасси гарантия своя, на фургон гарантия год, на холодильник гарантия год. Вот в таком исполнении мы добились задачу. Минус 18 градусов, глубокая заморозка, 8 евро палет, серьезная грузоподъемность. Самое главное, погрузочная высота 1160 миллиметров. Я пойду передавать автомобиль клиенту, отвечать на все его вопросы. А вы думаете, и если вам это подойдет, то обращайтесь в наш автосалон, мы вам соберем точно такую же или еще лучше. До новых встреч, пока!